Всем привет, меня зовут Максим Холдер, тренер Академии покера, и сегодня мы с вами поговорим про споты для агрессии. То есть разберем 7 ситуаций, в которых стоило бы играть активнее и в которых многие этого не делают, тем самым давая оппоненту возможность либо забрать банк, либо сами у себя забирают возможность забрать этот банк. Первые 5 пунктов я постарался расположить по, скажем так, по рангу, то есть начинал с тех, в которых вам будет проще всего это делать, ну а в конце будут такие более сложные ситуации, но которые тоже приносят деньги, поэтому смотрите, запоминайте и применяйте это все в игре. И начинаем мы. Первая ситуация — это лимпы с малого блайнда в большой блайнд. То есть мы сидим на большом блайнде, у нас какая-то максимально плохая рука, допустим, не знаю, 8-3 разномастная, и малый блайнд у нас лимпит. В такой ситуации многие что делают? То есть они видят, что, идет лимп, у нас хреновая рука, дай-ка я сыграю тоже чек, посмотрим флоп, и потом уже будем принимать решение. Если мы во флоп попадем, то будем играть. Не попадем во флоп, ну, значит, сдадимся и все. Давайте посмотрим, что нам на эту тему скажет Wizard. Берем ситуацию. Малый блайнд играет лимп. Мы сидим на большом блайнде. Все, что красное вы здесь видите, это рейзы на этот лимп. Это стейк 80 блайндов. Можем поставить стейк меньше, допустим, 40 блайндов. Особо ничего не поменялось. То есть мастевые руки мы можем чаще играть через кол, потому что с ними хорошо играть постфлоп. Но весь вот мусор, который очень плохо собирает комбинации, он играется через рейз. Так же, как и сильные руки. То есть это сделано для того, чтобы мы поляризовали свой диапазон, и сопернику не так просто было читать нашу игру. Поэтому, когда у вас какая-нибудь хреновая рука, и соперник с малого блайнда играет лимп, а вы на большом, лучше его порейзить, а не играть чек, потому что в доску мы попадаем не так часто, примерно в 35 случаях, и оппонент по флопу будет ставить ставку, мы вынуждены будем сдаваться. Поэтому, если такое видите, то надо играть через рейз. Ну, если вы хотите выиграть раздачу. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Следующая ситуация, тоже нам понадобится готовый визор, это трибеты, когда мы находимся на поздних позициях. Опять же, многие почему-то, не то чтобы не любят трибеты, это, видимо, связано с тем, что не хочется терять, в понимании учеников, терять фишки на трибеты, но на самом деле это хорошо работает, люди хорошо сдаются на переставление, и этим нужно пользоваться. Многие предпочитают, не что предпочитают, а играют в более такой экономный покер, то есть поставили два блайнда, мы с рукой король 9 мастевыми играем просто кол. Опять же, можно играть сильно активнее, то есть, допустим, рейзит котов, мы сидим на баттоне. То есть у нас здесь, опять же, все, что красное, это 3 беты. То есть рук достаточно много, то есть у нас 10% это 3 беты, 18% кол. Если мы находимся на малом блайнде, 3 бетов будет еще больше. Все, что бордовое, это тоже можно вводить в 3 бет, пушить в стеке 40 блайндов не обязательно, как советует Wizard, но 3 бетить мы это все можем. То есть и здесь, довольно много рук, те же самые король 9, король 8, мастевые тузы, коннекторы. Опять же, это все для покрытия доски сделано в перемешку с сильными руками, чтобы люди, которые калируют наши трибеты, не только утыкались в наш даму 9, валет 8, но и иногда видели там тузы короли и охотнее нам проигрывали фишки. Поэтому, если вы находитесь на поздних позициях, то трибетить можно почаще. То есть, это стек 40 блайндов. Понятно, что если мы будем брать стек меньше, допустим, 30 блайндов, то тут уже многие руки с малого блайнда будут переходить в улыны, что, по сути, тоже является трибетом, просто трибет пуш. На баттоне будет этих улынов поменьше, и тоже сохраняются руки для трибета не очень сильные. Но, опять же, трибетов здесь тоже достаточно много, то есть их примерно столько же, сколько и колов, то есть примерно 50 на 50. Обычно ученики играют, у них там трибетов что-то в районе 5-6%, а колов в районе 12-14, то есть в 2 раза больше колов, чем трибетов, хотя их должно быть плюс-минус 50 на 50. Поэтому, если вы находитесь особенно на малом блайнде, на баттоне, на катофе, и рейзы были с каких-то позиций тоже не УТГ, но ближе к вам, то можно трибетить много. И даже если рейзы были с МП, а вы сидите на катофе, например, на баттоне, то трибетов здесь тоже достаточно много. То есть можно трибетить не только самые сильные руки, но и что-то из тех рук, которые собирают комбинации. Потому что если мы по трибетим попадем в доску, и люди увидят на шоудауне, допустим, валет 8, с которым мы собрали, допустим, 2 пары, то в дальнейшем, когда вам раздадут тузов, вам проще будет получить оплату. Так, следующий момент. Чек от агрессора на флопе. Мы закалировали, оппонент сыграл по флопу чек,
И в таком случае тоже многие думают, что у нас есть возможность посмотреть бесплатно карту Терна, будем смотреть бесплатно карту Терна. Делать этого можно, конечно, но особо смысла нет. То есть можем ставить ставку и перехватывать инициативу. Потому что, как правило, если оппонент не поставил ставку, то, скорее всего, у него ничего нету, и мы можем спокойно забрать эту раздачу. Так, ситуации, которую я в фильтре выделил, то есть мы находимся в позиции, то есть наше слово будет после агрессора. Это ситуации, когда мы находимся на всех позициях, кроме малого большого блайнда, то есть человек рейзил с УТГ, с МП, с катофа, мы сидим тоже на хайджеке, на МП, на катофе, батоне, то есть закалировали не на блайнд. На префлопе был cold call, то есть это обычные раздачи, когда мы калировали, то есть не было каких-то рейзов. И действие по флопу это наш бет, то есть оппонент прочекал, и мы ставим ставку. То есть почти всегда это действие нам приносит профит. Сейчас можем посмотреть, добавить фильтр. Всего таких ситуаций было 228. Добавим фильтр, когда не было видно терна. То есть до терна дело не дошло. То есть это значит, что мы поставили ставку, и по флопу человек выкинул. Таких ситуаций 104. То есть примерно половина от всех ситуаций, когда мы в чек оппонента ставим ставку, заканчивается тем, что мы забираем этот банк. Понятно, что здесь есть как и пустые руки, которые вообще никуда не попали, допустим, как 8-7, либо вот здесь 8-7, так и руки, с которыми мы сильную руку ставим, и оппонент просто выкидывает. И точно так же есть часть рук, когда мы ставим сильную руку и выходим на терн. Но в любом случае половина ситуаций, когда они заканчиваются фолдом, это очень хорошо, потому что фолд в 50% случаев это мега прибыльно для нас, и мы это делать должны постоянно. То есть если в какой-то ситуации оппонент выкидывает в половине случаев, то я даже не знаю, когда это может быть невыгодно. То есть мы в одном из прошлых видео я показывал, как это все считается, можем еще раз это сделать. То есть, например, даже если в банке 10 блайндов, вы ставите туда, сколько? Пускай там даже не полбанка, больше, 6 блайндов. То есть мы рискуем 6 блайндами, а за банк 10 плюс 6. То есть 6 блайндов, которые мы ставим, они тоже добавляются. То есть получается, мы 10 делим на 16, получаем 375, либо 37,5%. То есть даже когда мы ставим 60% от банка, а оппонент фолдит в 37,5% случаев, мы зарабатываем автоматическую прибыль. Точнее, получаем. В этом примере, то есть когда человек порейзил, мы его закалировали на префлопе, по флопу он чекнул, мы поставили ставку, он фолдит примерно в половине. То есть это мега плюсовая история, поэтому если вы так не делаете, то начинаете делать, и это будет вам приносить очень много денег. Следующая ситуация — это когда образовываются мультипоты на префлопе. Тоже очень часто вижу такие ситуации, особенно в нокаут-турнирах, еще каких-то турнирах, и люди просто играют кол. Если мы сейчас посмотрим Wizard, то он, в принципе, таких ситуаций нам вообще не нарисует. И нам нужно действовать именно так, как советует Wizard. Например, что у нас? Лоуджек играет рейс, хайджек играет кол, Котов, допустим, тоже играет кол, и мы сидим на батоне, на малом блайнде, либо на большом. То есть, во-первых, большой блайнд очень тайтово защищается, то есть сильно меньше рук, чем при игре против одного либо против двоих. То есть у нас фолдов больше половины рук, а обычно там до 30%. И Wizard не предлагает четвертым, пятым кодировать вообще никак. То есть он все руки уводит в рейс. Это связано с тем, что в банк уже накидали много фишек. То есть если человек рейзит 2 блайнда, второй его калирует 2 блайнда, третий калирует 2 блайнда, получается, что там с учетом еще анте и блайндов будет уже около 8-9 блайндов. Это очень много. То есть даже если у нас огромный стейк в 100 ББ, это все равно нас, скажем так, должно мотивировать этот банк попробовать забрать. Поэтому, когда вам раздают какие-то пары, либо какие-то тузы, какой-то бродвей, не нужно думать, что вот я сейчас с король 10 сыграю кол, и мы посмотрим, что там выйдет на флопе, и потом оппонента я переиграю. Потому что если вы создали мультипод, в данном случае не вы создали, а игрок на катофе, но все равно вы этот мультипод поддерживаете, то для того, чтобы победить по раздаче, нужно собрать очень сильную руку. Плюс ситуация, когда мы третье калируем, здесь то же самое. У нас рейзов и колов одинаковое количество, то есть не нужно заходить слишком часто колом, думать, что вот в банке уже много фишек, мне мало доставить, надо, значит, доставлять и ловить какие-то хорошие комбинации. То есть ловить комбинации можно, но это будет происходить крайне редко. Гораздо эффективнее сразу сыграть сквиз, забрать те фишки, которые уже есть на префлопе, либо, если не забрать, то с кем-то 1 на 1 остаться и потом его переигрывать. То есть в таких ситуациях тоже очень много теряется денег. И тоже здесь модель игры, когда был сыгран кол против 3 оппонентов. То есть, да, мы играем здесь в плюс. Можно сейчас выставить не кол, а 3-бет, но тут проблема в том, что я не собирал базу рук всех учеников, то есть я взял одну определенную базу, и, соответственно,
соответственно, скорее всего, мы, ну, просто не сможем это сделать. Вот. Ну, таких ситуаций 272, и здесь винрейты, они сильно выше. То есть уже ББ на 100 до 350 поднялся. Понятно, что таких ситуаций в целом будет меньше, чем колов. Опять же, это говорит о том, что многие так и делают. То есть многие просто предпочитают 3-бету именно кол, что не очень хорошо. Потому что если, опять же, посмотреть на визор, то не так много рук мы коллируем третьими. То есть если просто рейзит лоу-джек, а мы сидим на катофе, то мы разыгрываем примерно 80% рук. Если заходит еще хайджек, а мы также сидим на катофе, то мы уже разыгрываем на, ну, примерно там на 4% рук меньше. То есть мы, наоборот, должны свой диапазон сужать. И у нас повышается количество 3-бетов. Поэтому этим тоже нужно пользоваться. Желательно пользоваться, это приносит, опять же, неплохой профит. Плюс, опять же, когда вы играете активно, вам проще получать value с сильными руками. То есть в следующий раз, когда вы будете так же делать, многие будут помнить, что до этого вы показали, там, допустим, валет 9, там, туз 7, какие-нибудь еще руки, и вам будут просто эти руки проще оплачивать. Пятый момент — это чек-рейзы либо рейзы по сухим доскам. То есть когда мы должны играть чек-рейз либо рейз. Часто тоже на групповых занятиях показываю такие примеры. Сухая доска — это доска, по которой не может быть большого количества комбинаций у оппонента. То есть, допустим, ну вот, доска туз 8-2, она является сухой. То есть, если бы оппонент здесь ставил ставку, мы играли 1 на 1, в такую доску можно рейзить. Особенно, если у нас есть руки с потенциалом. То есть, допустим, 6-5 бубновые, 6-5 пиковые, 6-5 чирва, ну, то есть, какие-то бэкдоры на флеш, бэкдоры на стрит. Это очень хорошая ситуация для того, чтобы играть чек-рейз. Плюс какие-то гэдшоты мы тоже можем в чек-рейз уводить, и третьи пары. Почти всегда третьи пары будут допустимо играть через кол, через визард, но тогда у нас раздача становится сложнее на терне на ривере, поэтому, чтобы, ну, скажем так, не усложнять себе жизнь, можно играть через чек-рейз. Тоже можем смоделировать такую ситуацию, точнее не смоделировать, а посмотреть по фильтрам. То есть это только те ситуации, когда мы выигрывали раздачу. То есть мы сыграли чек-рейз и выиграли раздачу. Сейчас смоделируем, когда... Ну, понятно, если постоянно выиграл раздачу, то мы всегда будем в плюсе. То есть тут так, и у нас по флопу стоит чек-рейз на флопе. Да. То есть таких ситуаций было 122, и, ну, когда мы ставим выиграл раздачу, их оказывается, ну, в районе 75. То есть то, что до этого было. Понятно, что там есть ситуации, когда мы почекрейзили, и раздача перешла на терн на ривер, но, опять же, из-за того, что я не объединял базы, то есть не выбирал здесь миллион рук, ну, потому что холд менеджер при записи бы очень долго все считал. Получается такая ситуация, что в основном чекрейзы делают ученики с сильными руками, то есть и игнорируют какие-то чек-рейзы с блефом. То есть и получается, что сразу, ну, то есть очень много рук выигрывается именно там, на терне на ривере по той причине, что чек-рейз играется с монстрами. То есть не с каким-то там ну, мусором, либо промазавшими руками, а именно с хорошими картами. То есть, ну, вот можно здесь посмотреть по самым крупным выигранным банкам. То есть здесь был чек-рейз топ-парой, здесь был с топ-парой, здесь с овер-парой, здесь с топ-парой, здесь с овер-парой, топ-парой. Ну, то есть получается, что блефов практически нет, ну, то есть, точнее, они будут, но они будут вот здесь, и их не так много. То есть вот здесь тоже было выиграно с топ-парой, здесь тоже топ-пара, тут ничего, тут топ-пара, топ-пара. Ну, то есть очень мало таких блефов, и, ну, как бы сложно подобрать ситуации. Но если сравнивать вот эти вот чек-рейзы с ситуациями, когда мы сыграли чек и просто потом сдались, то сравнение будет не в пользу чека. Ну и плюс, опять же, такими действиями вы повышаете активность свою, и вам будет проще выигрывать раздачи потом на постфлопе. Так, что касается первых 5 пунктов, мы по ним прошлись. И есть еще две ситуации, когда тоже можно проявлять агрессию. Они уже не в рамках, скажем так, топа, потому что для реализации они довольно сложны. Ну, точнее, одна ситуация сложна для реализации, одна просто мне непонятно, почему так ученики не делают. Шестой пункт — это рейзы с двумя парами и выше на терне. То есть очень многие почему-то думают, когда мы собрали, там, на терне доехал сет, две пары, там, флэш, стрит, еще что-нибудь, ученики успокаиваются, такие: о, все нормально, у меня там, две пары, у меня стрит, флэш, то есть можно ничего не делать, сыграю чек, пускай оппонент сам мне фишки проиграет. То есть это, ну, странная логика, потому что если мы ставим флоп, оппонент нам платит, нам потом что-то доезжает, то мы можем делать ставку почти всегда. Исключение — это когда выходит карта старше, либо вот когда там флэш, например, закрывается, но даже в этих случаях мы спокойно можем делать ставку. Особенно непонятно, когда с двумя парами играется просто через чек, когда на флопе нам платили. То есть тут максимально невозможно прочитать эти две пары, поэтому спокойно ставим, ну, переставляем оппонента, добираем, так как терн — это последняя улица, где мы можем добрать с неготовых
первых рук оппонента. На ривере он уже с этими руками нам платить не будет. Так, ну и еще одна ситуация — это рейзы блокбетов по риверу. Тоже те, кто ходит на групповые занятия, мы, когда раздачи разбираем, я рассказываю, для чего мы ставим блокбеты, чего мы этим хотим добиться, и в целом это нормальная история, но когда вы играете позднюю стадию, когда вы играете против регов, то эти блокбеты можно рейзить. То есть смысл блокбета — мы делаем небольшую ставку с не очень сильной рукой, то есть, как правило, это либо топ-пара со слабым кикером, либо вторые пары, очень редко третьи пары с какими-то сильными руками. Сильными кикерами. Плюс, опять же, блокбетом может быть ставка и с флешом, и со стритом, просто по страшным доскам. И если, и обычно это 25-30% от банка идет. Если вы такое видите в игре оппонента, плюс у вас есть, допустим, блокер на флеш, причем хороший блокер типа туза, да, и на доске лежит 3 карты этой же масти, и оппонент ставит ставку, допустим, в банке 20 байндов, он ставит там 4, 4,5, 5, то вы спокойно в такой ситуации можете рейсить его ставку с блокером и забирать банк. То есть вы должны понимать, что, скорее всего, оппонент пытается нас перехитрить, то есть поставить небольшую ставку, добрать со вторых, третьих пар, и у него сильной руки нету. То есть и мы спокойно можем его рейзить. Это не нужно делать постоянно, то есть это, довольно редкая история, но в поздней стадии они себя хорошо показывают, особенно если мы играем против регов. Но здесь важный нюанс, чтобы оппонент был именно регом, то есть который умеет фолдить руки, потому что если будет какой-то любитель, который поставил ставку с топ-парой, вы его порейзили, он такой думает, у меня что пара, как я здесь выкину, и играет кол, то это, конечно, будет сомнительно. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Также приходите на групповые занятия, будем обсуждать что-то, если вам вдруг было непонятно, либо у вас есть какие-то вопросы по теме. На этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.